Как сегодня получать продажи в ChatGPT или в Google поисковой системе? Это очень важно, потому что сегодня искусственный интеллект, поиск развивается, растет, и в том же ChatGPT уже 700 миллионов активных юзеров. Google показывает AI Mod in и AI Overview больше миллиарда раз, то есть огромное количество, и это происходит ежедневно, и мы должны адаптироваться, чтобы получать именно результаты в искусственном интеллекте, поиске и чатах. И в этом видео я хочу рассказать тебе, как ты можешь получать результаты, потому что очень много информации, которая сегодня выходит, она больше направлена на какие-то короткие стратегии. Я же хочу показать, что необходимо делать, чтобы получать результаты постоянно, чтобы не переделывали, не меняли свою систему и росли именно в этом направлении. Смотри это видео до конца, и ты узнаешь реально классных 6 методов. И последний метод особенно приведет тебе большие результаты. Первое, что я бы хотел рекомендовать именно в этом видео, это проапдейтить контент, который у тебя есть. Для этого у нас есть сайт unmiss.com. Заходи, закидывай свой сайт, делаем веб-сайт аудит и создавай лучший контент. Особенно обращай внимание на мета-теги, потому что после оптимизации title description ты получаешь намного больше трафика. Если вы оптимизируете H1 заголовок, вы можете уменьшить bounce rate, то есть показатель отказов на вашем сайте. И, конечно же, использовать контент-эдитор для того, чтобы создавать намного лучший контент. Это очень важно сегодня. После того, вот как ты проапдейтил контент, проверил его скорость, проверил многие показатели с помощью нашего unmiss.com сайта, иди к следующему этапу. Это именно перестань смотреть на все эти гайды, которые появляются и рассказывают, как необходимо получить трафик, но основная проблема с этими гайдами, что они все направлены на короткую стратегию. Возможно, сегодня это работает, возможно, ты еще можешь получить результаты. Но ситуация меняется драматически. 50% всех результатов меняется в течение одного месяца. То есть все, что ты делал, через месяц 50% из этого не работает, в течение 2 месяцев вообще ничего не работает. Я проверял многие эти гайды, и что у них написано: кластеризируй свой контент для искусственного интеллекта поиска, разбивай по кусочкам, пиши как искусственный интеллект и множество других оптимизационных штук. Но на самом-то деле многие эксперты, они недовольны результатами, которые они видят в ChatGPT или в том же Google. Они критикуют эти результаты. И что в такой ситуации делает Google? Конечно же, он пытается улучшить результаты. То же самое делает ChatGPT. И они как раз ищут контент для людей, который больше даст результаты. Поэтому сегодня необходимо забыть про оптимизацию для искусственного интеллекта чата и создавать контент для людей. Основная цель всех этих чатов и Google — это именно найти такой контент и показывать именно этот контент, потому что он принесет больше пользы. Это более долгосрочная стратегия. Забудьте про алгоритмы. Алгоритмы умирают, и в будущем их не будет. В будущем будет именно выбираться самый классный контент, который принесет больше результатов вашему клиенту. Вы можете зайти, допустим, в наш контент-эдитор на unmiss.com и в этом контент-эдиторе вставить свою статью, написать любой контент. Можно просто выгрузить любой контент с страницы вашего сайта и проверить параметры. То есть чем параметры выше, тем будут лучшие результаты. Создавайте максимально качественный контент. Если вы уже чувствуете, что вы его улучшить не можете, только тогда переходите к следующему контенту. Это долгосрочная стратегия, которая будет круто работать. Третий момент, который бы я хотел рассказать, это все-таки оптимизировать под нижнюю воронку продаж, потому что я вижу рекомендации, пишите статьи, которые, скажем так, это верхняя воронка продаж. Во-первых, искусственный интеллект поиска полностью этот трафик заберет, и если даже будут какие-то появляться ссылки, люди на них кликать не будут. То есть, смотрите, как работает вообще искусственный интеллект поиск. То есть он находит какую-то статью, он ее рерайтит, показывает под своим углом, и человек не будет повторно читать одну и ту же информацию. Там CTR очень низкий, люди практически не кликают. Но когда искусственный интеллект показал информацию, люди
прочитали, и, соответственно, сегодня количество кликов снижается. В Google там больше 60% кликов просто не дает, и этот показатель постоянно уменьшается. Но когда вы оптимизируете именно под нижнюю воронку продаж, и, например, там, купить товар, сравнить, например, лучшие SEO-тулы, людям все равно необходимо кликать, они кликают и переходят. Вот эта нижняя воронка продаж, где основные продажи, это очень важно. И я сотрудничаю с некоторыми клиентами, у которых трафик низкий, но они входят в Wing 5000 компаний Америки, то есть там миллиардные обороты, трафик там меньше даже 10 тысяч человек, но это супер правильный трафик, то есть они привлекают правильный трафик, у них хороший бренд, и это дает высокие результаты. Дальше необходимо создавать именно контент максимально для людей. Пишите вот максимально для человека. Вот покажите этот контент друзьям, знакомым, коллегам, спрашивайте мнение, улучшайте, сравнивайте с конкурентами, общайтесь с клиентами и создавайте только для клиентов. Забудьте просто про алгоритмы. Это умирающее, оно в будущем не будет работать. И даже сегодня тот контент, который был создан для человека, показывает хорошие поведенческие факторы, он выигрывает основное внимание именно в искусственном интеллекте, поиске и в чатах. Лучше всего сегодня это именно изучать стандартный маркетинг, который был создан до Digital, и он вам даст больше инсайтов, чем какие-то короткие вот эти гайды, которые там больше направляют на то, что отмирает, но они еще пытаются там найти систему, обмануть, прочитить. Это не будет работать в будущем. Дальше очень важный момент, конвертирует любой контент во множество разных форматов. К примеру, люди сегодня не просто ищут в Гугле, они могут зайти в чат GPT, спросить, они могут посмотреть видео в Ютубе, статью в LinkedIn, в ТикТоке, в Инстаграме. То есть человек, он использует множество каналов, прежде чем он купит. Например, вы хотите купить машину, что вы идете? В YouTube посмотреть видео, читаете ревью в Google, спрашиваете в чат GPT какие-то параметры. То есть вы используете множество источников, поэтому сегодня важно любой контент конвертировать под множество разных форматов. И, допустим, там Reddit, Википедия, Quora, вот эти платформы показывают очень хорошие результаты и поиски, потому что именно искусственный интеллект поиск, он часто использует их как ресурс и показывает в результатах. К примеру, вы смотрите это видео, но мы на самом деле и статьи пишем, и в LinkedIn выкладываем, и в TikTok, и в Instagram, и в Facebook, и везде. Почему мы снимаем видео, почему мы пишем статьи, почему мы ведем подкаст? Потому что это движение покупатель. Покупатель может быть везде. И, к примеру, если у вас какой-то один сильный канал, другие слабые, вероятность покупки, она тоже низкая. Но когда вы используете множество источников, вы тогда можете убедить покупателя. И это не так сложно на самом деле. Вам необходимо конвертировать контент под разные форматы. То есть сделать один вид контента и распределить его в разные форматы. Допустим, если эта статья разбита на несколько постов в социалке, если это видео есть, можно разбить на длинные и короткие видео. В принципе, тематика одна и та же, но просто распространяйте везде и максимально. И последнее, что бы я рекомендовал, это использовать все-таки линкбилдинг. Только тот линкбилдинг, когда страницы имеют трафик или, к примеру, пиар, потому что пиар — это публикуются ссылки, как правило, они залетают сначала на главную или в какие-то специфические рубрики, у которых хорошая аудитория. И эти ссылки показывают хорошие параметры в начале по трафику. Или, допустим, тот же гостевой пост, если он публикуется в какую-то на главной или потом постепенно съезжает на какие-то другие страницы, он все равно вначале имеет трафик. Поэтому, когда мы используем какие-то стратегии, там skyscraper техники или другие, когда ссылки вставляются на какие-то страницы, мы смотрим, есть ли там трафик. То есть, если страница существовала и мы хотим туда добавить контент, мы проверяем, есть ли трафик сейчас. Если его нету, мы ее не используем. То же самое, и если это пиар, мы понимаем, если даже будет какой-то трафик в начале, это важно, это нам поможет, потому что именно поисковые системы, они ищут свежие ссылки. Ну, это все на сегодня. Если есть какие-то вопросы, обязательно задавай вопросы в комментариях, я отвечу на каждый твой вопрос. И если необходима бесплатная консультация, пожалуйста, бронируй, мы покажем, расскажем, изучим твой проект и направим в нужное русло. Увидимся.